Здравствуйте, Юлий. Что-то вы рано. Правильно. Надо подождать. Демочка, вы все по очереди? Помощники. Да помощники ходят тут, тебя ждут. Сейчас приду. Все кругами, все ждут. Демон. Ну, заходи ты. Ух ты. Это он не заходил. Смотри, сейчас. Дема. Димусь, давай ты не будешь трогать цветочки. А кто игрушку на стол принес? А зачем ты свою игрушку на стол принес? Это же нельзя делать, Ричуль. Спокойненько, хорошо? Речь. Добрый день, друзья. Бывают очень обидные ситуации. Обидные, досадные. Я недавно показывала распаковку вот этого Биглипа Легенда. И он был в не самом лучшем состоянии. У него были на листьях черные пятна, прямо черная гниль. На этом листе еще был один лист. Я сняла шикарное видео о обработке этого биглипа. И, к моему сожалению, камера дала сбой. Поэтому это видео показать невозможно. Но распаковку этого биглипа и в каком он был состоянии на тот момент посмотреть можно. Я оставлю ссылочку в правом верхнем углу экрана. И там можно посмотреть, какие же были пятна, какие были корни. Но раз так получилось, раз видео пропало, я решила этот биглип вам сразу не показывать, а подождать какое-то время для того, чтобы посмотреть, что после этого будет происходить, какая у этого биглипа будет динамика. И покажу еще один биглип Абу для сравнения. Так что же я делала с этим биглипом? На этом листе было черное пятно и транспортировочный слом листа. Все пятно я обрезала, обработала перекисью водорода, а лист оставила. Здесь был лист, который желтел и желтел прямо от шеи. Но это было обусловлено тем, что его порвал цветонос, поэтому лист был удален. А вот этот лист, который сейчас обрезан до половины, прямо весь край листа был черный. Я тоже удалила эту часть, обработала перекисью водорода и оставила все как есть. Прошло чуть больше 2 недель. Цветочки все опали. Остался только один. Немного подрос центральный лист. И начался едва заметный рост корня. Здесь была черная точка.
И все очень боятся этих черных точек, думают, что это гниль. Нет, когда корень растет под листом, он часто становится вот таким черным. Но потом прорастает нормальным зеленым корнем. А вот что же происходит в горшке? А в горшке не так все хорошо, как хотелось бы. Биглипы очень любят сбрасывать все корни. Так и получилось. Посмотрите, какое количество гнилых корней появилось в горшке. Есть небольшая часть и здоровых корней. Растущих корней еще не появилось. Вот здесь есть такой толстый длинный корень. И многие, испугавшись, начали бы разбирать, начали спасать эти корни. Не нужно этого делать. Когда орхидея растет в своем горшке, в своем первоначальном грунте, ей значительно легче адаптироваться и от здоровых корней начать расти новые корни. Но только тогда, когда она доцветет, привыкнет к своему новому местоположению, тогда она прекрасно начнет растить корни. И я вам хотела показать еще биглипабу. Покупала я его значительно раньше, но именно покупала в магазине. У него еще держатся цветы, растет новый молодой лист. И когда орхидея не собирается доращивать бутоны, а начинает потихоньку засушивать даже цветы, вот с этой стороны видно, что лепесточки начали сохнуть, тогда она начинает растить активно корни. Вот эти молодые корни. Не все орхидеи растят корни одинаково и быстро. В горшке пока очень активного роста корней не наблюдается, но появились молодые маленькие корешки. То есть сейчас, когда она отцветет, начнется рост этих корней. От шеи корней пока нет, но вот здесь появится и корень от шеи. В горшках этих орхидей лежат вот такие камни. Орхидеи с тяжелыми цветоносами и все время хотят упасть. И эти камни являются противовесом. Вот этот более тяжелый камень, потому что у Аббы цветов было очень много, и цветонос все время ее тянул в другую сторону. И она все время хотела упасть. Поэтому лежат камни с моря. Я вам как-то рассказывала и показывала про эти камни. Я их называю волшебными. К ним очень любят перерастать новые молодые корни и прямо на них расти. Но пока молодых корней нет, но камешки являются просто противовесом. Вот такие две орхидеи, биглипы. Легенда и Абба. Растут потихоньку. Когда будет достаточное количество корней для пересадки, я обязательно постараюсь вам показать пересадку этих двух орхидей. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.